И отсюда открывается поистине шикарный вид на экспозицию. Вика читает про Р-22. Ух ты, ё! А пока нам надо в него проникнуть. И что удивительно, здесь даже открыта кабина. Даже в музее не полазишь вот так вот изнутри. А здесь, пожалуйста. Зря я нарядился транспортным фанатом. Следующее место, можно сказать, ну, must-have для любого любителя железных дорог, кому эта тема интересна и близка. Это музей Северокавказской железной дороги, который содержит как и типичный для музеев подвижной состав, так и вещи уникальные. Также для этого музея характерна весьма флегматичная охрана. Поэтому, возможно, у нас получится залезть на какой-нибудь подвижной состав и посмотреть на экспонаты изнутри. Чтобы не привлекать лишнее внимание и усыпить бдительность сотрудников музея, я замаскировался под сферического транспортного фаната в вакууме. Надеюсь, эта маскировка нам с вами поможет достичь наших целей и остаться непойманными. Итак, мы выдвигаемся. Для пущей достоверности я взял себе маленький рюкзак. Там якобы должны быть фотографии предметов обожания. Единственное, что может разрушить нашу легенду, это вот эта шикарная девушка. Такие, как известно, у фанатов обычно не водятся. Поэтому здесь нестыковочка. Ну, а, как я сказал, охрана достаточно флегматичная. Поэтому, надеюсь, наша маленькая афера прокатит. Вот оно, ребята, смотрите. Смотрите, сколько поездов. Там паровозы, тут тепловозы. Ох, ё. Ой-ой-ой-ой. Так, вроде так надо говорить, да? Ну, уважаемые транспортные фанаты, не обижайтесь, пожалуйста, на эту кальку. Это ни в коем случае не имеет собой цели кого-то оскорбить или унизить. Но иногда вы выглядите реально ржачно. И немножко покринжовать над этим. Ну, как устоять, уж простите. Смотри, красавица, это вагоны, а там паровозы. Ты выйдешь за меня? Какой я умный. Ух ты! Денежку платить. Господи, здравствуйте. Это Скажите. платить. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте, кошенька. Вот дадим тебе все деньги. Железнодорожный кот. Слишком чистый, правда. И беременная. Понятно. Значит, мы в декрете. Мы в декрете, и нас отмыли. Господи, какие мы вкусные. А скажите, пожалуйста, раньше был какой-то сбор, штраф, если там кто-то залезает вдруг, не дай бог, на экспонаты? У нас такого нет и никогда не было. Мы просто ругаемся. Просто ругаетесь? И все. А раньше был штраф 200 рублей. Был, я видел. Было же написано. В том году, по-моему. Дело в том, что у нас своего сайта нет. Да при чем здесь сайт? здесь Здесь где-то было бумага написано. висела на стенде. Да. Ну, сейчас не знаю. Нету. Ага. Потому что охрана от себя, чтобы не ругаться, Нет, вешала. прям здесь, в Было здании. написано. Ну, В значит, СТЗ. ну, И значит, платили мы там. Да. Не здесь, Подожди. а Может, мы тогда с тобой платили вообще не сотруднику музея? Может, это был один из транспортных фанатов, который вышел на next level и вместо шорт-девственника приобрел железнодорожную форму. Украл у пьяного помощника с тепловоза и отстирал. мы там детей даже водим. Там можно аккуратненько пройтись по кадру, пофотографироваться, спуститься. На крыше, естественно, не залазить. Под составом по путям не ходить. Специальные вот переходы есть. Резинокортовое Так. покрытие. Да, лучше по ним. Во втором парке там, ну, смотрите сами, там в основном все кабины закрыты. В дрезину можно зайти. Единственное, там огромное сооружение, щебнеочистительная машина. На нее, пожалуйста, не поднимайтесь, потому что там слабые доски, за зиму мы их не отремонтировали. Я вас Ну и понял. там высоко еще. Знаете, вы сейчас вот вообще вот всю нашу концепцию просто разбили в пух и прах. Ну, хотели обычно сами везде железнодорожное что-то, даже если это музей, это стратегическое, это важно, это прям ну, вот, понимаете, это... Не, ну понимаете, они, А все, тут- они старые экспонаты. Ну не да. дай бог, кто-нибудь прыгнет. Как у Ну нас да. тут девушка каблуком застряла. Поэтому, вот, с одной стороны, хочется разрешить людям, чтобы прикоснуться к истории, потому что у людей же в основном развиты тактильные чувства. Ну да. Люди хотят потрогать, люди хотят, вот у нас дети, они 40 человек вот взяли специально класс залез и проверили, как ехали во время войны. Они хотят это проверить, хотят потрогать, хотят почувствовать себя помощником машиниста. Они там даже воображаемую лопату изображают, как они якобы кидают уголь в топку. Ну вот так, а как это запретить? Обалдеть. Хочется же все-таки попробовать. Наверное, самый нетипичный железнодорожный музей, братцы.
7 числа, к сожалению, мы здесь не будем, поэтому мы аккуратненько пройдем и посмотрим. Такой тамбур начинается. Дверь, как у меня дома. Ух ты! Вот это царство дерева, ребят! Вы посмотрите, какие полки, как высоко расположены. Какие петли должны были быть на одежде, чтобы сюда ее можно было повесить. Вот буржуйка на случай зимы. Освещения тогда еще не было электрического, поэтому сюда ставились свечи. Красота! Конечно, сейчас в жару здесь такой дурильник. Несмотря вот на 2 вентиляционных грибочка, они вообще ничего не дают. А здесь щепка не просто так. Видимо, окна опускаются вниз. Пробовать мы это не будем, потому что мы их, наверное, потом вообще не сможем закрыть. И не дай бог сюда дождь попадет. Братцы, кайф. Кайф. А вот здесь вот петли. Почему это на петлях? И можно такое сделать типа купехи. Вы посмотрите. Наверняка здесь какая-то система крепления была. Вот это да. Не, в таком вагоне я бы прокатился. Здесь место для социопата. А здесь, наверное, для какой-нибудь компании. Представьте, столик поставить и ехать под стук колес. Что прикольно, здесь представлены даже дрезины, причем разных видов. Вот это инспекционная дрезина. Она более облегченная и предназначена, как нетрудно догадаться по названию, для инспекционных поездок. К сожалению, двигатель на ней не сохранился, но можно понять, что он был там, в раме. Вот такое у нее подвешивание, колесная пара и приводная звезда. Вот это для защиты пассажиров, если цепь оборвется. С той стороны защищали, видимо, деревяхи. Топливный бак с крышечкой. Название выштамповано. Для инструментов. Вот такая вот компактная дрезинка. А это прицепные вагоны к дрезине ТД-5. Транспортная дрезина. До сих пор изредка, но используется. В основном, для путейцев, для каких-то поездок, для ремонта дороги железной. И здесь на этих прицепах тоже может размещаться большой груз. Разгоняется такая дура до 60 км в час. Здесь стоит оппозитный двигатель от Урала. И через реверс-редуктор на этот промвал приходит момент. И так же, как на моей дрезине, через промвал раздается на обе колесные пары. Это очень тяжелая и мощная дрезина. Но в музеях такие еще можно встретить. А вот та инспекционная, вот это уже реально редкость. Так, ребят, не знаю, насколько вам видно, электровоз «Легенда» ВЛ-84. Такие делали для БАМа, но, к сожалению, на БАМе они так и не оказались. Электровоз примечателен своими техническими решениями, которые потом легли в конструкцию следующего типа локомотивов ВЛ-85. Но об этом позже. А пока нам надо в него проникнуть. ЧОП за нами следит. Но есть вход вот здесь. Поэтому, братцы, опа, раз, опа, два. Вообще офигеть. Оп-оп-оп. На руках подтягиваемся. Ага. И теперь задача толстяку пролезть вот сюда. Причем не свалившись. Паутина. Ладно. Пойдем. Все-таки это сниму.
вот мы внутри. ЧОП может быть рядом, поэтому будем тихо. Здесь в торце этой секции расположен умывальник и санузел. Вот сюда раньше гадили. А здесь вот такая вот умывальная тема. Но это ладно. Здесь форкамера. Здесь сквозной проход. Ну пойдем. Надо не шуметь, чтобы нас охранник не заметил. Не видать. Здесь расположено высоковольтное оборудование. Это привода. Возможно, это какой-то переключатель. Видите, у него шестеренчатый привод. Электропневматический переключатель. Грибок вентиля. На катушку приходит напряжение, вентиль срабатывает и подает воздух куда надо. Так. Здесь хода нет. Собственно, форкамера — это больше из строительного сленга. Вот здесь вход вентилятора. Я не знаю, вам видно, нет? Так, с моего последнего визита здесь кое-что изменилось. Кто-то снял вот этот люк. Здесь видно элемент подвешивания кузова к тележке. Вот эта рама тележки — это гидравлический демпфер. Аккуратно перешагиваем. Ага. Это шторы высоковольтной камеры. Они должны быть закрыты, только тогда можно будет поднять токоприемник. У нее есть свои блокировки, и вот, видимо, вот этот привод на одну центральную ось управления блокировкой вот этих сеток ВВК. Когда они закрыты, вот эта пластина входит в промежуток между шторками. Поэтому она их и фиксирует, их и не открыть. Пока не будет повернуто в нужное положение, не будет замкнут микропереключатель, в котором расположены контакты управления схемой подъема токоприемника. Тем самым исключается возможность подъема токоприемника и возможность подания высокого напряжения вот сюда вот. Здесь можно видеть панель номер 2, предохранители вот эти F, переключатели, здесь блок контакта расположены. Все это когда-то было вершиной советского электровозостроения. О, здесь походу голуби съели. Здесь располагался трансформатор. От него остался только остов. Всю эту медь, все это похерили. Можно видеть мотор-вентиляторы. Вон он, первый, второй. Они охлаждают, ну, судя по всему, выпрямительную установку. Потому что там по торцам есть еще вентиляторы, они, скорее всего, на тележке. Вот там тоже видна форкамера. А вот мотор-вентилятор. Блин, круто, круто. Всего было выпущено всего 2 таких электровоза. Этот 002 в музее. Мотор компрессора. КТ-6Л. Здесь стоял электродвигатель. Через этот редуктор он вращал вал компрессора. Ну и 2 цилиндра — это низкая степень сжатия, а это высокая степень сжатия. В промежутке там еще должно было быть охлаждение, если мне память не изменяет. Так вот, мы сейчас в 002 машине. Ей повезло, она в музее. А 001, ну, осталась только одна секция в депо Батайск. А вот святая святых. Вот его кабина, пацаны. Вот его кабина. Вот так выглядит пульт. Подобная архитектура кабины, насколько я знаю, впервые применена на ВЛ-84. На дальнейших электровозах ВЛ-85, ВЛ-65, ЭП-1. В принципе, пульт уже имел вот такую форму. То есть это что-то единое, целое такое моноблок. Здесь располагался контроллер с реверсивкой, с датчиками сил тяги торможения. Вот. Здесь кнопки управления, это именно кнопки, несмотря на то, что есть и фиксированные положения у некоторых. Здесь амперметры и манометры. Вот это чисто вейловская тема. Вот так вот. Здесь снизу подписано, за что лампочка отвечает, а здесь цветное стеклышко было когда-то.
Ну, соответственно, устройство блокировки тормозов. Здесь тормозной кран 394. 254 кран остался здесь. Остатки скоростимера. Тоже отдельная тема. Сюда вставлялась бобина с лентой. И она при движении поезда начинала прокручиваться. Вот эта вот тяга идет вниз. Спустимся, я вам покажу, куда. Вот, соответственно, стрелка начинала показывать значение скорости. Также писали здесь, какие сигналы впереди на локомотивной сигнализации. Вот здесь по центру стоял локомотивный светофор, который показывал, какой впереди сигнал горит на напольном светофоре. Вот здесь все это фиксировалось. Были специальные писцы, которые вставлялись, которые по ленте все это писали. Вот, тут есть потолочный отсек, можно посмотреть. Электровоз, конечно, для своего времени был передовой, но вот... Но история не знает сослагательного наклонения. Поэтому спасибо, что у нас есть возможность хотя бы одну машину посмотреть, в ней вот так вот побывать, зачекиниться. Это уже очень дорогого стоит. Спасибо Ростовскому музею. Ребят, вы красавцы, что сохраняете это все дело. Всегда проще опустить руки, все это сдать в металл. Так, ребят, ну вторая секция, она полностью аналогична этой. Наверное, там только нету умывальника с туалетом. Поэтому я предлагаю потихоньку выбрасываться, пока нас вообще не запалили. Человек изучает ЧС-2. Ребят, хреново быть жирным. Питайтесь правильно, ведите здоровый образ жизни. Ну, продолжим осмотр экспозиции. Электровоз ЧС-4 мы с вами уже видели в Воронеже. Здесь есть возможность глянуть на его кабину. Кабина для своего времени реально передовая. Огромный пульт, шикарный обзор. Классическая вешалка чешская. Краны сохранились, стулья. Вообще свой уют, свой шарм. Я не знаю, как вам через стекло будет это все видно. Надеюсь, что-то увидите. Тоже редкая тема. Электропоезд Р-22. Трехтамбурный. Еще задолго до электропоездов М4. Так называемые спутники, которые сейчас догнивают на базах запаса. Такие сейчас эксплуатируются только в Степногорске, в Казахстане, на ведомственной железнодорожной ветке. Вот тут Вика читает про Р-22. А мы, пожалуй, посмотрим. Да, один тамбур открыли для посетителей. Можно зайти. Сиденья, в принципе, обычные рижские, но еще более старые, они более мягкие, пружинные. Очень приятные, кайфовые. Салон прям вот старая добрая рижская электричка. Форточки еще, из которых можно высунуться и посмотреть. И что удивительно, здесь даже открыта кабина. Странно. Двери поснимали. Действительно, проходи, садись, смотри. Вот локомотивный светофор, о котором я говорил. Правда, какие-то сукины дети его разбили. Твари. Но суть та же. Это еще старый локомотивный светофор. Более новые, они намного компактнее. Они меньше места занимают. Вот так вот стульчик поставили. И кто желает, может присесть и ощутить себя машинистом электрички. Кран вообще старый. Просто ручка на нем болтается. Это, по-моему, дверями. А я не знаю, что это. Что-то подписано, что-то не подписано. Тумблеров тут хватает. Конечно, уже не работают. А вот эти работают. Есть какие-то без фиксированного положения, какие-то с фиксированным. Все это, конечно, уже раздолбано, но спасибо, что сохранили. Ребят, спасибо, что вот открыли эту кабину и разрешили широкому зрителю пройти и посмотреть на вот это все великолепие. Вот скоростимер здесь сохранился намного лучше. Да, стекло разбили, стрелку стырили. Ну вот здесь под самопис все это на месте. И вот 3SL 2M, 79 год. Кое-где до сих пор используется. Вот так вот. Ну а здесь реверсивка вперед-назад и такая кофемолка.
контроллера машиниста. Имеет как тяговые, так и тормозные позиции. А вот и красавец со стороны. Кабина, ну, на мой взгляд, одна из самых удачных вообще Новочеркасского завода. И вот, кстати, привод скоростимера. Вот здесь от букса он идет, он вращается внутри этой трубы. Вот его вал. Через редуктор и пошел наверх в кабину. Господин ЧС-2, его высочество легенда. А за ним действующий экспонат ЧС-4Т. Электровоз, который до сих пор на ходу, до сих пор в строю. Водят поезда. Электровоз ВЛ-82, электровоз двойного питания. И на постоянке, и на переменке он работает. Как потом говорили, эти электровозы вобрали в себя худшие черты электровозов переменного и постоянного тока. И один из ВЛ-82 изображен на обложке к альбому с песней. И вот он там есть, ВЛ-82. Удивительно, как он туда попал, но факт остается фактом. Появился год назад, его здесь не было. Вот, ребята, постигают конструкцию. Ну а это, собственно, лицо северокавказских железных дорог. 60-ка Кашка, одна из первых номеров выпуска. У нее вот эти вот фуркамеры расположены так. У более поздних поменяли систему охлаждения. Насколько помню, сделали меньше количество мотор-вентиляторов. И такая техника долгие года просто символизировала северокавказскую железную дорогу. Сейчас это символ Украины. Ну, вокруг Киева такие до сих пор катаются. Ну и, надеюсь, и будут кататься впредь. Эргономика, признаться, оставляет желать лучшего. Но тогда об этом не думали. Учитывая количество охраны видеокамер, можно сделать вывод, что зря я нарядился транспортным фанатом. Всем просто пох. Да и вообще, местные совершенно не против, чтобы люди изучали историю железнодорожного транспорта. И никак этому не препятствуют. Дрезина монтажная. Такие до сих пор используются, ну, например, на Монзинской дороге, АЛГшки, ДМСки, вот что-то такое еще эксплуатируется во всяких Любенях. Здесь у нас есть уникальная возможность попасть на площадку монтажников. Давайте попробуем. Напоминаю, я очень боюсь высоты. Вот эта площадка уже расположена на изоляторах, потому что дрезина создана для обслуживания контактной сети. И на эту площадку поднимаются работники ЭЧ, энергетики, чтобы обслуживать провода, контактную сеть. Да, настил здесь подгнил, нас предупредили, поэтому сюда не полезем. Но вот это металл. И отсюда открывается поистине шикарный вид на экспозицию. Самая жуть, что она вот так вот шатается. Рисково. Вот вид на ВЛ-60. Мы его уже видели в Воронеже. А отсюда можно посмотреть кабину ВЛ-82. А вот это уже совсем древние мотовозы. МКшка и АГМС. Вот АГМки до сих пор эксплуатируются в метрополитене, по крайней мере в московском. И на Монзинской, да, как раз вот они такие ездят. Интересно, попадем мы когда-нибудь на Монзинскую? Малыш ТГК-2. Труженик подъездных путей. Здесь он тоже представлен. Сохранился даже герб Советского Союза. Я так понял, кабина в него открыта. Бинго! Здесь можно прикоснуться к прекрасному. Вот такой был пост управления. Здесь сидел машинист. Видел, как водится полмира. Приборы управления. В окно можно увидеть красотку. Так и работали люди. Слепошарый ТЭМ-1. Спасибо, что и так сохранили. Тут у него на паровозный манер были отдельно буферные огни. И путеочиститель еще такой а-ля паровоз Л. Ну, тогда это были новые виды тяги. Поэтому часть перекочевала от предшественников. Но общие черты, сама концепция, да, она как была, так и осталась. Капот, бак,
охлаждение, радиатор, вентилятор, дизель, генератор, кабина. Все оно так и есть до сих пор. И куда же на Северокавказской без ТЭП-60? Эти машины длительное время работали на СКЖД, провозили много пассажирских поездов. Если не ошибаюсь, на закат своей эры они работали уже в пригороде. Чертовски красивая машина, дизайн просто бомбический. И обратите внимание, заклепки на кузове. Тогда так и производили тепловозы. Кстати, первые тепловозы ТЭП-70, его преемники, которые сейчас бороздят стальные магистрали страны, тоже были с клепанными кузовами. У многих тогда от этого нехило припекало. На заклепках прошлый век, как мост 19 века. Также здесь ТЭП-10 «Стрела». Последние машины дорабатывали свою жизнь в депо Муром Горьковской дороги. Водили пригород, если память не изменяет, на Ковров. Это не единственный ТЭП-10 в Ростове-на-Дону. После этого музея мы пойдем перекусить и поедем в другое место, которое музеем-то не назовешь, но зато встретишь ТЭП-10. Это первый электровоз, который выпускался на переменный ток после УР-22. Это была первая серия, это вообще самый прототип. Кто-то скажет, что он похож на ВЛ-23, но по годам выпуска ВЛ-23 похож на него. Потом их переделали под электровозы двойного питания и начали называть ВЛ-61Д. Вот, собственно, он здесь и стоит. Дорабатывали они, как здесь написано, Минводы Кисловодск на этом участке. Кузов еще не охватывающий, тяжелые литые телеги, сочлененные. Ну, собственно, такое же можно увидеть и на ВЛ-8, который расположен следом. После модернизации эти машины работают сейчас и на Украине достаточно массово. Но оригинальные тачки катаются по Абхазии. Обязательно сделаю выпуск, есть отснятый материал, где мы побываем в кабине такого же красавца. Но только не музейного экспоната, а чувака, который возит реальные грузовые поезда. А завершает нашу прогулку тепловоз «Легенда», строившийся с 1956 года. Их выпущено почти 7000. Это лицо советских железных дорог. Тепловоз Т-3. Простите, что против солнца. До свидания, до новых встреч. Вика не дала мне избавиться от прикида транспортного фаната. И мы идем перекусить. Кусь, я тебя вкусно сейчас накормлю. Одна маленькая заброшечка, совсем чуть-чуть. И мы поедем дальше к морю. Пожалуйста, не ругайся. Вкуснота переехала. Мы идем напротив грузинскую кухню. Говорят, они вкусно готовят. Красотка, ты готова? Пойдем. Перед этим мы поставили машину мордой к выезду. Ну, это такое с небольшое правило безопасности. Мало ли, надо будет резко садиться и уезжать. Просто к слову. Вик, смотри, как красиво и романтично. Тебе нравится отпуск наш? Аккуратно, там стекло. Исаки. Саки. До Сак мы еще не доехали. Ось. Смотри. Ух ты! Смотри, какая красота.
труда. Ну что? А по шпалам ходить можно? Ты инженер по охране труда, ведущий инженер по охране труда. Ты и ответь. Нет, Почему? небезопасно. Аргумент. Друзья, мы подходим. Там уже видны людские силуэты, и это явно не охрана. Дело в том, что в месте, куда мы сейчас подходим, часто проводятся тематические фотосессии. Место очень колоритное, в чем вы сейчас сами сможете убедиться. Поэтому его так и любят местные жители. Ну, так обычно люди ходят. Свежая порция. Кстати, совсем рядом находится действующая база запаса, где стоят отставленные от работы электропоезда. База запаса охраняется вот такими пушистыми охранниками. Писы находятся за ограждением и регулярно выполняют свою работу. Кормят их не зря. Вот смотрите, какая прелесть, а! Лапа! Лапа! Ну ладно, не будем тревожить собачек и пойдем дальше. Кусь, ты получаешь зарплату за свою работу, они получают корм за свою. И они, как ты можешь видеть, хорошо выполняют свои трудовые и должностные обязанности. Поэтому не бойся, писы лают, но не кусают. Братцы, вот мы и добрались. Тепловоз ТЭП-10 в естественный на данный день среди обитания, среди кустов. Он стал жертвой графитчиков, жертвой времени. Но, тем не менее, он стоит. Вон, видишь, тут для составителя подножки. Ну? Это подножки больше не для него, а для тебя. Ох, не повторяйте этого. Никогда. Он не тронется сейчас? Ну, услышишь гудок, спрыгивай. Ну что, дам вперед. Я туда не полезу. А я полезу. Даже в музее не полазишь вот так вот изнутри. А здесь, пожалуйста. Собственно, здесь нам и открывается устройство тепловоза. Если вкратце. Дизель, когда был цел, вращал вот эту вот огромную хреновину. Это генератор. Вот сюда, в эти пазы, укладывается обмотка. Здесь выходит коллектор. Здесь щеточные узлы, которые снимают с него напряжение. И далее... Через передачу момент шел вот на этот компрессор. В принципе, мы его сегодня видели в L84. Здесь, ну, вместо электродвигателя только вот идет привод от дизеля через генератор. Тоже видим 3 поршня. Когда-то было. КТ-7 называется. И сейчас мы пойдем во вторую кабину. Ну, вторая кабина представляет из себя такое же жалкое зрелище, как и первая, только сюда еще и залезают растения, поэтому эту дверь и не открыть. Ну, еще может быть немножко чуть-чуть, потому что она, скорее всего, заварена. Отдельного внимания заслуживают вот такие старые вагоны, которые стоят только в музее и здесь. Вот еще один. Они еще двухосные, они еще довоенные. Вот их тоже очень любят местные жители. Чудом сохранившиеся кузова, остова. Вот этому товарищу повезло менее. Смотрите, как у него стенка завалилась. Однако вагон, да, вот двухосный, очень старый. Вот этот пассажирский, у него вообще части нет. Грузовые вагоны, тогда еще, правда, товарные.
Да, этот товарищ был, видимо, пассажирским. Смотрите, следы от купе, ветки. Изнутри он был синего цвета, а вот это похоже отопление. Видите, железная хреновина? Это типа большой батареи. Насколько я знаю, тогда было паровое отопление. Еще здесь видно, как работал ручной тормоз. Там стояло колесо, и через две зубчатки передавалось на вал, который затягивает колодку, чтобы вагон стоял на месте на уклоне. А в этом рундуке до сих пор хранится уголь. Если какие-то вагоны еще сохранились, от иных осталась просто рама на осях. Услужливо поставили кусок шпалы. Трехгранка. Представляете, уже сколько лет? Также у некоторых вагонов уже установлена автосцепка, а у некоторых винтовая упряжь. И на ней даже можно разглядеть какое-то клеймо. Услужливо не поставлено бревнышко. Да, тут без бревнышек. Получится ли подсадить? Стоишь? Ой, мне тут не нравится. Почему? Кто-то тут бил. Ух ты, ё. Вот удивительное чувство. Казалось бы, просто старый вагон, а ощущение как в какой-то лютой заброшке, что хочется ходить тихо-тихо, не шуметь и как-то не тревожить это место. Но, к сожалению, не у всех такое желание. К сожалению, полно людей, кто дестроит такие места. Очень жаль. О, птичка, смотрите. Это ее дом, возможно. Пол, как видите, подгнил. Поэтому ходить надо очень аккуратно. А еще лучше не суйтесь сюда вовсе, а подписывайтесь на канал и смотрите интересные видюхи из похожих мест, находясь при этом в полной безопасности. Синий вагон. Синий — это цвет первого класса. И, кстати, посмотрите, какие ступеньки классные. Дерево такое ребристое. Подножки, переходные площадки. Когда-то это был шикарный вагон. Предпоследний вагон лишился своей средней части. Остались только два тамбура с частью боковин, которые сиротливо накреняются на бок. Все это поглощают вьюны. Природа возвращает себе свое. Человека не станет, через 100 лет от нас практически ничего не останется. И совершенно внезапно почтово-багажный вагон такого советского образца, не позднее, не раннее, среднесоветского. Собственно, здрасте. Собственно, любители сталкинга, я же говорил, что место здесь популярное, делают клевые фоточки. Вон еще видна приписка «Северо-Кавказская дорога». Но какие-то номера, таблички здесь уже искать
Ну, наверное, смысла не имеет. Все торчит. Да, это, скорее всего, был почтовый вагон. Смотрите, здесь для учетных карточек, столы операциониста, шкафы для хранения корреспонденции. Все это здесь сохранилось. Ну а дальше жилое место обслуживающего персонала, их купе. Здесь была печь, можно было еду готовить. Здесь люди отдыхали, вот еще полка осталась, стекла, двери еще родные. Ну а там уже другие любители сталкинга, мы им мешать не будем. В принципе, там просто свободные объемы для посылок и почтовых отправлений. А вот так винтовая упряжь выглядит в сцепленном состоянии. Ей дают натяжку, а чтобы не провисало, поддерживают буфера. Здесь, в этом стакане, расположена пружина, которая не дает тарелочке уйти ближе туда. Поэтому она так и натянута с обеих сторон. На этом, ребят, мы сегодня заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Путешествуйте. Это очень круто. Пока.